В небольшом поселении Риверстоун обитал котенок по имени Леа. Он был окутан атмосферой таинственности, и все, кто с ним сталкивался, ощущали в нем нечто особенное. Леа выделялся среди сородичей не только повадками, но и внешним видом. Его шубка была густой, золотистого оттенка с белыми пятнами причудливых очертаний. Но более всего поражали его глаза, один теплого янтарного оттенка, другой холодного небесно-голубого. Эта редкая особенность придавала его взору зачаровывающую, почти мистическую глубину, будто в них хранилась древняя мудрость веков. Леа жил в старинном каменном доме на окраине деревни, принадлежавшем семейству Фрост. Их владения располагались на рубеже между человеческим поселением и дикой природой. С одной стороны узкие улочки с садами и домиками, с другой — бескрайние поля и сумрачная лесная чаща. Сад Фростов был истинным уголком рая. Цвели яблони и вишни, росли ягодные кустарники, звенели птичьи голоса. За садом начинался дремучий лес, полный тайн и легкого опасения. Семья души не чаяла в Леа. Он был не похож на обычных котят. В моменты радости из его губ вырывался мелодичный звук, подобный тихому свисту, а когда он был доволен, в груди рождался низкий гул, напоминающий отдаленный раскат грома. Его поведение также вызывало удивление. Он с легкостью понимал команды, будто был не просто питомцем, а настоящим стражем. Каждое утро Леа провожал детей Фростов до калитки, когда они отправлялись в школу. Он шел рядом, бдительно оглядываясь по сторонам, точно охранник. Вечером встречал их у ворот, величественно восседая на своем посту. Соседи изумлялись, котенок вел себя как мудрый защитник. В саду водилось множество мелкой живности, мыши, кроты, редкие полевки. Леа, движимая охотничьим инстинктом, легко ловил их, но никогда не убивал ради забавы. Он приносил добычу к порогу, демонстрировал хозяевам, а затем бережно отпускал у опушки леса. Казалось, он желал показать, он может охранять дом, не причиняя лишней жестокости. Однажды знойным летним днем Леа прогуливался в высокой траве позади дома. Его чуткий слух уловил слабое шипение. Заинтересовавшись, он раздвинул стебли лапой. Перед ним оказалась крошечная змейка, тонкая, как прутик с чешуей, игравшая на солнце переливами. Маленькие глазки испуганно смотрели на огромного, в ее понимании, зверя. Леа мог бы легко ее умертвить, но поступил иначе. С величайшей осторожностью он взял змейку в пасть и перенес в гущу малинника на краю сада. Там он устроил для нее уютное убежище из сухих листьев и мха. Так зародилась необычная дружба. Каждый день Леа приносил своей новой подопечной пропитание, насекомых, маленьких лягушат, даже мальков из ручья. В холодные ночи он согревал ее своим телом. Постепенно змейка привыкла к котенку и перестала его бояться. Она даже выползала навстречу, заслышав его шаги. Шли недели. Змейка росла быстрее, чем можно было предположить. И вскоре обнаружилось, что она настоящая кобра. Никто в Риверстоуне никогда не встречал подобных змей, и никто не мог понять, как она очутилась так далеко от своих естественных земель. Ходили слухи, кто-то шептал о побеге из бродячего цирка, кто-то о частной коллекции. Но для Леа это не имело значения. Кобра стала его другом. Она всегда следовала за ним по саду, плавно скользя меж растений. Когда Леа отдыхал в тени деревьев, кобра укладывалась рядом, часто кладя голову ему на спину. Леа проявил недюжинную мудрость и научил ее держаться подальше от людей.
Кобра обосновалась в непролазных зарослях ежевики и малины у края сада. Там она охотилась на крыс и мышей, поддерживая в саду порядок. Семья Фрост ничего не ведала о тайной соратнице Леа. Они лишь поражались, почему в саду почти не стало вредителей, и хвалили своего кота за отличную службу. Годы текли. Леа взрослел, а затем стал стареть. Его поступь замедлилась, взор потускнел. Но Кобра всегда оставалась рядом. Теперь уже она заботилась о нем, приносила мелкую добычу и оставляла у крыльца. Фросты полагали, что это заслуга старого кота, и дивились его неувядающей ловкости. Однажды в соседний дом заселилась новая семья. У них был огромный агрессивный пес по кличке Брут. Он был забиякой, часто нападал на окрестных кошек и собак. В один знойный день хозяева Брута забыли запереть калитку, и пес забрел в сад Фростов. Там он заметил Леа, дремавшего на скамье. Старый кот не успел скрыться, Брут прижал его к земле, оскалив клыки. В этот миг из чащи раздалось грозное шипение. На солнечный свет выползла огромная кобра. Ее капюшон раскрылся, чешуя сверкала. Она вознеслась над землей, заслоняя собой Леа. Брут замер. Никогда прежде он не встречал такого противника. Но охотничий азарт пересилил страх, и он ринулся на змею. Кобра ловко уклонилась и нанесла молниеносный удар в морду. Клыки вонзились в нос пса. Брут взвыл и отпрянул, кровь закапала на землю. Кобра не стала его преследовать. Она осталась возле Леа, готовая атаковать снова. На шум сбежался хозяин Брута. Увидев исполинскую змею, он остолбенел от ужаса. Кобра, словно понимая, что появление людей — угроза, медленно отползла в кусты, но перед этим бросила последний взгляд на Леа. Кот приподнялся, дрожа, и тихо мяукнул в сторону зарослей, словно благодаря свою защитницу. Весть о змее мгновенно облетела деревню. Одни не верили, считая рассказ хозяина Брута небылицей, чтобы оправдать рану своего пса. Другие шептались о проклятии. С той поры поведение здешних животных переменилось, кошки и собаки обходили сад Фростов стороной. Даже Брут, оправившись, больше никогда не приближался к их двору, стоило ему лишь увидеть Леа на заборе, как он поджимал хвост и скулил. Шли годы. Леа состарился, его шерсть поседела, движения стали тягучими. Но каждую ночь Кобра выползала проверить, все ли с ним благополучно. Когда Леа ушел из жизни, семья Фрост похоронила его под старой яблоней в саду. После этого Кобру больше никто и никогда не видел. Она исчезла, словно исполнив свое предназначение. Так в Риверстоуне родилась легенда о дружбе котенка и кобры, о том, что истинная преданность и любовь способны преодолеть любые барьеры, даже между столь разными существами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпиской на канал. До новых встреч!